Это Нана. Она, как и многие дети, с детства мечтала о собаке. Все время намекала родителям, потом прямо просила подарить ей щенка на день рождения. Даже пыталась найти собачку сама. Сейчас Нана уже взрослая девушка, но собаку она так и не завела. И никогда не заведет. Ведь за это ее посадят в тюрьму. Добро пожаловать на Мальдивы. Это «Жизнь других». Услышав слово «Мальдивы», мы сразу себе представляем райскую картинку, согласитесь. Золотые пляжи, зеленые пальмы, лазурный океан. Но вот насколько эти острова беззаботны для людей, которые здесь родились и всю жизнь живут? Давайте же сегодня все это и узнаем. Мальдивы – это государство, которое живет на сотнях маленьких тропических островов, а большая часть его площади – это океан. И если бы я родилась на каком-то из этих пляжей, под какой-то из этих пальм, то, возможно, меня бы звали Абдулла. В таком случае я была бы обычным таксистом, но совсем необычного такси, то есть пилотом гидросамолета. А еще я могла бы жить как Нана. Я была бы взрослой, самостоятельной девушкой, но все равно жила бы в одном доме с родителями, бабушками и дедушками. Ведь жить одной – это очень дорого. А может, я была бы как Аиша? Тогда я была бы одной из десятка школьников, которые каждое утро просыпаются пораньше, чтобы перед уроками успеть пройтись вдоль пляжа и собрать мусор, который принес океан. А вот если бы я не родилась, а рожала на Мальдивах, то это вряд ли случилось бы на каком-то далеком, слегка обитаемом острове. Я уверена, что рожать приехала бы в местную столицу, город Мале. Ведь именно здесь расположена лучшая государственная клиника во всей стране. Народ на Мальдивах живет на сотнях разных островов. Больницы или фельдшеры есть практически везде. Но они могут оказать только простую медицинскую помощь. Чтобы решить что-то серьезное, всех больных везут лечиться в столицу. Полноценное медобслуживание можно получить только там. Абсолютно все медицинское обслуживание от родов до онкологии на Мальдивах оплачивается государством. И для пациента не стоит ни копейки. Человеку достаточно прийти в клинику, сказать имя, и все, можно идти лечиться. Вот только добраться до той самой клиники не всегда так просто, как кажется. Ведь сообщение между островами налажено далеко не идеально. Паромы ходят нечасто, да и идут медленно. Поэтому, если надо добраться быстро, заказывай такси. Многие говорят, что такси сейчас подорожало. Боже мой, такие цены. Ребята, вы не знаете, что такое дорого. Потому что приезжайте на Мальдивы и поймете, что вот такое такси стоит очень дорого. Такси гидросамолет доставит вас быстро и в любую точку страны. Вот, правда, билет обойдется очень недешево, даже учитывая скидки для местных. Ведь если для туриста цена стартует от $200, то для местного она будет в 5-6 раз меньше. Ну, я бы назвала это не такси, а маршрутка, потому что остановка, люди вышли, уехали, другие зашли, полетели дальше. За такие деньги и маршрутка, я вас умоляю. Учитывая то, что средняя зарплата на Мальдивах $1000 в месяц, лучше таки ездить на лодке. Если вам надо добраться быстро, но при этом не так дорого, как на самолете, можно нанять скоростную лодку. Именно корабли и лодки – самый популярный транспорт в стране.
А еще на Мальдивах не существует штрафов за вождение в нетрезвом виде. Но не потому, что в океане нет перекрестков и светофоров, а потому, что в стране нет алкоголя. Мальдивы – это стопроцентно исламское государство, поэтому алкоголь строго запрещен. Если местного увидят с бутылкой или просто пьяным, то он может получить даже высшую меру наказания в нашей стране – 25 лет заключения. Если поймают туриста, то его просто депортируют. Но этот закон не касается островов, резортов. Кстати, именно на дорогие резорты эти самые аэротакси и летают. Основная часть их пассажиров – туристы. Местные предпочитают транспорт попроще. Конечно, есть здесь и автобусы, но их можно встретить редко, только на самых крупных островах. Поэтому, если нет никакого срочного дела, чтобы лететь на самолете, то в повседневной жизни мы пользуемся паромом или лодкой. Наши люди на такси в булочную не летают. Не мои слова, классика, так сказать. Ясное дело, что нет здесь и школьных автобусов, лодок или самолетов. До любых учебных заведений взрослые дети добираются самостоятельно, а маленьких привозят родители. Меня мама в детский сад приводила в 8 утра, забирала после работы в 6. А на Мальдивах детей приводят в 7 утра, а забирает уже в 10. Да что им тут долго делать в этом детском саду, правильно? Я считаю, что 3 часа в детском саду – это довольно много. Дети уже во все поиграли, все послушали, им уже становится скучно, и они хотят домой. Поэтому ребятня из старшей группы проводит у нас и того меньше. Не больше 2 часов. То, что здесь называют детским садом, у нас называют простым народным словом – развивашка, куда мамы приводят детей на несколько часов поиграть и позаниматься чем-то познавательным. Детские сады у нас есть и государственные, и частные, но они ничем особенным не отличаются, кроме того, что частные – платные. Например, у нас это стоит от 375 до 950 руфий в месяц, в зависимости от возраста ребенка. Чем он старше, тем ниже цена. Все это хорошо и здорово, подумала я и спросила, но как тогда работают местные родители, если они только привели ребенка в сад, а его уже надо забирать? Но мне ответили просто. Женщины на Мальдивах практически не работают. Им принято воспитывать детей и заниматься домашним хозяйством. Как вы понимаете, в школу детей тоже приводят мамы. Школьное обучение здесь, само собой, обязательное. А учиться начинают с 6 лет. Заканчивают же школу в 16 или 18. Тут уже кто как пожелает. А вот показать, как выглядит местная школа, мне поможет Жанна. Нет, я не заговорила о себе в 3-м лице. Просто школьница, которая согласилась устроить мне экскурсию, оказалась моей тезкой. Это класс ваш? Да, заходи. Идем, зайдем. Интересно. Здесь учатся младшие классы, а стены, кстати, разрисовала я. Я тоже любила в школе рисовать. Девочку зовут Жанна. Рисует. Вот одета, правда, ты... а можно сидеть у вас на партах, кстати? Да. А, можно? Да, хорошо. Слушай, скажи мне, ну у вас так жарко, ты так всегда ходишь в школе вот в пиджаке и в черных брюках? Нет, это я красиво оделась специально для интервью с тобой. А обычная школьная форма гораздо легче. Школьная форма у нас обязательная для всех, независимо, частная это школа или государственная. Единственное отличие, что на крупных островах родители за нее платят, а на отдаленных и малонаселенных она выдается бесплатно. А скажи мне, вот тебе 16 лет. Вот все девочки в этом возрасте очень любят как-то выделяться в одежде, как-то одеваться красиво. Вот у вас есть это? Я считаю, что лучше, когда все в школе одеты одинаково, потому что так все равны. А если будет возможность показать, что у тебя одежда лучше, а у кого-то хуже, то это лишний повод для буллинга. А буллинг есть вообще у вас в школе? Бывает, как и везде. Ну, если такое происходит, кому может ребенок, человек, вот уже взрослый, подросток, пожаловаться? Любому учителю. Но проблема в том, что жертва часто боится жаловаться.
Поэтому лично я, когда такое вижу со стороны, то говорю об этом учителю сама. Вот что меня еще удивило в местной школе. Это то, что я пришла в 11 утра, а школа была уже пустая. И причина не в том, что сейчас карантин или каникулы, а в том, что уроки здесь начинаются аж в 6:30 утра и длятся всего 4 часа. А скажи мне, ты вот смотришь фильмы, наверное, какие-то, вот смотришь же телевизор. Вот в какую страну бы ты хотела поехать? И ездила ли ты куда-нибудь отдыхать? Моя мечта после школы уехать учиться в Британию. Кстати говоря, в желании учиться местным школьникам можно только позавидовать. Ведь после окончания школы в университеты здесь поступают аж 80% всех выпускников. Знаете, кем хотел стать в детстве мой оператор? Оператором. А знаете, кем хотел стать в детстве мой режиссер? Режиссером. Представляете? А знаете, кем хотят быть парни на Мальдивах? Не поверите. Шеф-поварами. Вот это, я понимаю, нормальная мечта. А то режиссер. Причина тому – туризм. Работа в этой отрасли самая престижная и самая прибыльная. А конкретно профессия шеф-повара особенно набрала популярности в последнее время. Дело в том, что повару в хорошем ресторане или отеле по определению платят хорошо. И, естественно, чем лучше у тебя образование, тем выше зарплата. За высшим образованием еще идут потому, что можно его получить полностью бесплатно. И даже та часть студентов, которая платит за обучение, платит совсем немного – 4-5 тысяч руфий за семестр. Зато, отучившись у мальдивца, будет шанс зарабатывать куда больше среднего. Скажем, для обычного официанта это будет уже не $400 в месяц, а 800. Плюс чаевые, которые на таком пафосном курорте, как Мальдивы, сами понимаете, могут превышать зарплату в разы. Найти работу в каком-то из резортов не составит никаких проблем. Сотрудники у нас требуются всегда, и чем лучше у них образование, чем больше опыта, тем больше у них шансов получить хорошую должность. Чтобы увидеть те самые Мальдивы, которые дают местным достойный заработок, я прыгнула в уже знакомое такси, которое, как оказалось, именно отелю и принадлежит. Государственных служб аэротакси или скоростных лодок фактически не существует. Все они принадлежат отелям или туристическим фирмам, которые и устанавливают цены. Вот поэтому-то эти цены и такие высокие. Но, с другой стороны, всего полчаса, и я уже на Райском острове. Ой, вот это я понимаю. Летел и, так сказать, прилетел. Ну, идем посмотрим, что это такое. Мальдивы. Крупные отели часто располагаются на одном отдельном острове, который только для отдыха и предназначен. Но как здесь отдыхают, вы можете и у себя в соцсетях посмотреть. А я хочу поговорить с тем, кто здесь работает. Например, с Яменом. Он обычный уборщик номеров, которого я как раз застала за работой. Господи, какая прекрасная душевая кабина. А что ты тут убираешь? Вот ты протираешь, да? Тут моешь, ты порошком моешь вот этот вот бетон? Мою абсолютно все. И для каждой поверхности отдельное средство. Ой, ну да, все правильно, потому что тут все сидят. Ну, что-то я уселась, непонятно для чего. Но хотелось посидеть. Слушай, ну так прекрасно. Так душ тебя поливает, тут пальмы. Ой, слушай. Тебя кто-то контролирует? Вот что, тебе скажет: Ямин, смотри, ты плохо убрал. Или такого не бывает? Конечно, каждый раз. У меня есть супервайзер, а над ним еще супервайзер. Ну, все ясно. Слушай, ну мне нравится это. Ладно, я тебе хочу сказать. Молодец, хорошо убрал. Идем дальше. В любом крупном отеле работают по несколько сотен человек. И, конечно, для такого количества нужна иерархия и строгий контроль. Иначе отель потеряет качество сервиса. А ведь сервис – это наш главный продукт. Так, ну что, номер как номер. Ты каждый день перестилаешь постель новую? Каждый день заправляю, а меняю раз в 2 дня. А скажи мне, а есть такие туристы, после которых прямо вот убило бы, понимаешь, как грязно? Нет, таких не бывало. А
Ай, да ты просто не хочешь говорить. Я поняла, я знаю сама. Боже мой, я, знаешь, иногда сама видела, как живут. Все, кто работает в отеле, работают по сменам. И все живут в отельном корпусе для персонала по несколько месяцев. А потом возвращаются на острова, на которых живут. Скажи мне, а ты где отдыхаешь? И, может быть, ты имеешь какую-то скидку, чтобы отдыхать в этой гостинице? Ни для меня, ни для других работников отеля никаких скидок нет. Поэтому, когда у меня начинается отпуск, я еду отдыхать домой. А вообще, моя мечта когда-нибудь увидеть снег и стать на лыжах. Это такой холод, ты не понимаешь. У тебя, слушай, мне интересно, у тебя есть какая-то теплая одежда, свитер, например? Нет, здесь в отеле мне вообще все выдают. Естественно, наши сотрудники полностью обеспечены всем необходимым. От одежды до еды и медицинской помощи. Ведь мы находимся на одиноком острове далеко в океане. Даже если что-то случится со здоровьем и наш врач помочь не сможет, то можно вызвать государственную скорую помощь, вертолет, который в экстренном порядке доставит человека в больницу. Мало того, острова-резорты чаще всего это абсолютно автономные поселения. Здесь есть свой собственный генератор, своя опреснительная станция и свои поля, где растут овощи и фрукты. Как я уже говорила, здесь даже некоторые законы свои. На островах-отелях алкоголь, естественно, разрешен. Но посидеть в баре могут только туристы. Для местных все запрещено и здесь. Проще говоря, принципы принципами, а деньги зарабатывать надо. Поэтому и законы чуть-чуть подправить можно. И несколько месяцев на другом острове поработать. А скажи мне, если ты проводишь тут все свое время, а у тебя девушка есть? Да, жена. Есть? Она тоже тут работает? Нет, она дома. Я вижу ее раз в 2 месяца во время отпуска. Ничего себе, но с девушкой это проблематичнее, чем с родителями. Раз в 2 месяца видеться. Большинство мальдивцев живет, как и я, на отдельных от столицы островах. Они предпочитают большие дома, в которых располагаются большими семьями. Однако целая треть населения Мальдив проживает в столице, городе Мале, а там места для домов практически нет. Приятно отдыхать на Мальдивах, зная, что ваши деньги продолжают работать. Когда вы станете инвестором ПНК Rental, то сможете рассчитывать на регулярный арендный доход от вложений в индустриальную недвижимость. Специально для частных инвесторов, ориентированных на пассивный доход, создан фонд индустриальной недвижимости. Это коллективные инвестиции, уже сданные в аренду складские и производственные комплексы. Целевая доходность 11,5% годовых. Стать инвестором ПНК Rental можно онлайн на сайте pnkrental.ru. Ссылка в описании. Но приехав в столицу, я решила пойти в гости к Нане, которая вместе со всей своей семьей живет не в квартире, а именно в доме. В столице Мальдив такая плотность населения, и, говорят, поэтому в одном доме может жить несколько поколений. Представляете? Но на самом деле это не потому, что у них нет денег, чтобы построить еще себе дома, а потому что нет земли, где бы это построить, этот дом, понимаете? О, мусор. Hi. Посмотрела, вы да, сюда повесили? Еще не забрали, ты видишь? Коммунальщики должны забирать его в это время. Видишь, все вокруг мусор вывесили. Скоро заберу, не переживайте. Так, ну что, показывай. Нана родилась и выросла в столице, и всю жизнь жила в этом доме с родителями, бабушкой, дедушкой и младшей сестрой. Здесь кухня, а это наша домработница. А, здравствуйте. А дорогое удовольствие иметь женщину, которая все делает в доме? Нет, не очень. Мы платим ей что-то около $600 в месяц. Но ведь у нас здесь 7 человек, попробуй за всем уследи и всех накорми. Забавное дело, если на острова-резорты мальдивцы сами едут работать горничными, то у себя дома сами же предпочитают нанимать домохозяек. Здесь у нас комната, где мы обычно собираемся всей семьей. Вы здесь вот все живете все вместе, а коммунальные услуги, ты вот знаешь? За все платим тоже вместе. Работаю я, мама и папа.
У нас на всех заработок примерно 20-25 тысяч руфий в месяц получается. А расходы 1015, это учитывая и еду, и покупки, и коммуналку. Но это при том, что дом наш, и мы за аренду не платим вообще. Мне скажи, то есть вот сколько ваш дом стоит, вот ты знаешь? Дома в столице стоят копейки, здесь ценятся квартиры. Если такой дом будет стоить 1050, то квартира – 1,5 миллиона. Купить квартиру в Мале практически нереально, а тем более новую. На них стоят в очереди годами. Арендовать – это также очень дорого. Нормальные апартаменты могут стоить под 40 тысяч в месяц. Поэтому многие приезжают, иногда живут по 10 человек в однокомнатной квартире. Вы живете, вот тут и бабушка, и дедушка, и 3 сестры, и мама с папой. Ведь вы же могли же как-то и разъехаться. Мне, как незамужней девушке, не принято жить одной. Да и накладно это. Вот когда мой парень на мне женится, тогда да. А ты, скажи мне, ты его знакомила с родителями? Уже да, они знакомы. Это когда я в школе училась, тогда приходилось своих парней скрывать от родителей. Но все равно, пока мы не поженимся, ночевать друг у друга запрещено. Слушай, ну, а скажи мне по секрету. Ну, мне просто интересно. Ну, вот если там вот поженились, правильно? Там, и наконец-то уже можно встретиться ночью, и вдруг не понравилось тебе. Что делать? Даже не знаю, придется как-то подстраиваться. Обратной дороги уже не будет. Ну да, будете уже там уже по ходу разбираться уже, что делать. О, Господи. На самом деле обратная дорога будет. Ведь, как мне сказали местные, разводы здесь дело повсеместное. Однако мужчине разорвать брак гораздо проще, чем женщине. Исторически в нашей культуре так сложилось, что если мужчина хочет развестись, ему достаточно сказать жене «мы разводимся». И все, они больше не супруги. Женщина, конечно, так сделать не может. В последние несколько лет законы немного изменились, и одних слов недостаточно. Теперь это надо оформлять, но трудностей процедура все равно не доставляет. Если раньше даже имущество не делили, и чаще всего мужчина забирал все, что хотел, то сейчас по закону имущество, которое было нажито в браке, делится 50 на 50. Проблема только определить, какое именно имущество было нажито во время, а какое до замужества. И это практически нереально, потому что очень многие бюрократические процессы здесь проходят неофициально. Никто ничего не оформляет как надо. Так что фактически преимущество все равно у мужчины. Причину частых разводов я тоже нашла. Но, как и многие вещи на Мальдивах, она тоже неофициальная. Чаще всего разводятся те, кто живет в Мале. Дело в том, что они ютятся по 10-20 человек в маленьких квартирках и, естественно, быстро надоедают друг другу. Я уже столько раз слышала про столичные квартиры, что теперь просто не могу не зайти в одну из них. Правда, мне таки не удалось найти такую, где живет целая толпа. Меня пригласил в гости Адам в свою большую новую квартиру и наверняка очень дорогую. Он живет здесь с женой и 2 детьми. Правда, встретил он меня сам. Привет, Жанна, заходи. Ой, ну что? Так что, где твоя семья? Уехали все, да? Они сейчас гостят у моих родителей. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну показывайте. У меня здесь 3 комнаты для нас с женой, для детей и еще одна для домработницы. Мальдивцы многие имеют такой интерьер? Или это вот какое-то современное веяние? Немногие. Мне он довольно дорого обошелся. Мебель вместе с ремонтом где-то 500 000 руфий. Все коммунальные обходятся Адаму не так дорого, примерно в $200 в месяц. Чего не скажешь про цену самой квартиры. Он ее купил за $230 000. Ну и размеры у апартаментов немалые, почти 300 квадратных метров. Как говорит сам Адам, очень удобно принимать гостей. Хорошо, ты мне скажи, у вас сухой закон. То есть вот вы так и живете нормально вот на кофе? Да, если собираемся, то пьем кофе или чай. Не понимаю, что тут удивительного. А ты хоть знаешь вкус алкоголя? Раньше я работал в отеле, там был алкоголь. Я его нюхал 1 раз, но мне не понравилось. Ну подожди, а если у вас какие-то праздники, застолья, гости, то есть вы пьете кофе?
Да-да, только кофе. Да, абсолютно все, даже студенты у нас пьют кофе. Мы тоже, когда были студентами, чаще всего собирались или устраивали посиделки в кофейнях. Да там даже вечеринки устраивали. Но даже алкоголь не самое удивительное из запретов на Мальдивах. Меня лично куда больше интересует другая тема. Так, и еще у меня один вопрос, который меня, например, очень сильно волнует. Что у вас тут с собаками? Собаки просто запрещены законом, но некоторые люди используют котов. Знаешь котов? Ну хорошо, а собаки почему нет? Держать собак не разрешает наша религия. Это грязное животное. То есть, а когда ты приезжаешь в какую-то другую страну, ты вот так вот, как боишься собаку? Я видела просто таких людей. Нет, я не боюсь, конечно. Могу даже близко подойти. Но трогать их – это фу. Мне противно такое. Трогать их я точно не буду. Собаки на Мальдивах есть, но их мало, и они служат на таможне или в полиции. Заводить собак дома запрещает и религия, и законодательство. Если у кого-то найдут такого питомца, то могут даже в тюрьму посадить. Но и на этом Адам не остановился и продолжил меня удивлять местным укладом жизни. А скажи мне, а вот вы, местные жители, пользуетесь бассейном у себя на крыше? У вас же тут под боком океан. Да, в бассейн я хожу почти каждый день, а на океан не хожу вообще. То есть тебе лучше пойти в бассейн, чем на океан, да? Я предпочитаю бассейн. Океан надоел мне еще с детства. Вода соленая, волны плавать мешают. Не очень мне такое нравится. Понимаешь, это вот весь мир, понимаешь, хочет прилететь на Мальдивы, чтобы увидеть этот океан, этот сумасшедший цвет. Понимаешь, а местные, это я лучше в бассейн, зачем мне этот океан? Мало того, что многие местные не любят купаться, так большинство из них даже плавать не умеют. Они просто заходят в воду максимум по грудь и выходят обратно. Обычный пляж, на котором купаются мальдивцы, выглядит вот так. Лично я редко купаюсь. Мне просто не нравится. На пляж хожу пару раз в год. Чаще мне там делать нечего. У меня много работы, поэтому на океан я практически не хожу. Когда был ребенком, купался чаще. А сейчас для меня это просто скучно. Как-то мы плыли на лодке и попали в шторм. Все испугались до ужаса. Кто-то кричал, кто-то молился, кто-то плакал. Хоть шторм и был совсем маленьким, все так боялись, потому что почти никто из местных не умеет плавать. Знаю, на первый взгляд это кажется странным, но задайте себе вопрос. Часто ли вы ходите смотреть на достопримечательности города, в котором живете? Вот так и у мальдивцев с океаном. Они проводят в нем много времени, только если это их работа. Если львиная доля экономики Мальдив – это туризм, то вторая по значимости отрасль – это однозначно рыбалка. Если вы просто отдыхали на Мальдивах, то, скорее всего, рыбаков вы не видели, а только ели их улов. Но на самом деле их здесь целые поселения. Просто расположены они совсем не на туристических островах, а на обычных, где живут простые люди. На один из таких приехала и я, где познакомилась с османом, который только сошел на берег с рыбацкого траулера, на котором работает. Вы сейчас закончили работу, да? Вот уже, в принципе, смотрю, все лодки приехали, да? Это вы в это время все время заканчиваете? Да, причаливаем каждый день около 6 вечера. Немного спим, а в 12 ночи опять на работу. Живем на этом корабле. Нас тут 19 мужчин. Неделю мы живем здесь, а неделю дома. А ты мне скажи, есть, наверное, хозяин лодки или как вот, директор всего этого предприятия, который вас нанимает, да, вот? Все здесь наемные работники. Судном владеет крупная компания. Конечно, можно рыбачить самому и работать на себя, но так ты много не поймаешь, а значит и много не заработаешь. А на большом судне я получаю достойную зарплату от 15 до 40 тысяч в месяц в зависимости от сезона. Ну вот ты мне скажи, кого берут на работу? Я так понимаю, что работать рыбаком здесь, на Мальдивах, это одна из самых престижных работ. То вот кого берут, вот что нужно уметь?
Да, работа престижная. В хороший сезон рыбак может заработать до $2000 в месяц. Но чтобы устроиться, не надо ни опыта, ни образования. Обычно капитан просто берет человека на одну смену на корабль, и там сразу все становится ясно. Может он тут работать или нет. Мне интересно, у вас же только вот мужчины работают, да, 19 человек мужчин. А женщины к вам приходят, у вас какие-то вечеринки бывают, как-то вы развлекаетесь. Вот так же сидеть каждый день на этой лодке, это же скукотища. Никогда. Женщин на корабле быть не должно в принципе. Ни один местный мужчина в здравом уме и твердой памяти свою жену работать не отпустит. Не то чтобы рыбу ловить, вообще где-то работать. А скажи мне, сколько вот, не знаю, в неделю, в месяц вы ловите рыбы и куда вы ее потом деваете? В нормальные дни 10-12 тонн. А продает все компания, в основном за границу. Мальдивцы на самом деле продают очень много рыбы, в том числе и в Европу. Но в этом нет ничего необычного. А вот что удивительно, так это то, что они покупают. Несмотря на то, что Мальдивы – это тропическое государство, разного рода тропических фруктов и овощей у нас растет очень мало. Просто нет плодородной почвы и пресной воды в достатке. Поэтому большинство продуктов, которые вы видите на наших рыночных прилавках, привезены к нам из континентальной Азии. И действительно, если заглянуть на местный рынок, то можно увидеть, что цены здесь совсем не маленькие. Например, килограмм бананов будет стоить $4, килограмм манго – $9, апельсины – $3 за килограмм. А яблоки – фрукт вообще экзотический, поэтому продаются поштучно. 50 центов за штуку. Но если с экспортом продуктов государство еще справляется нормально, то с одеждой совсем беда. Шопинг и Мальдивы – это несовместимые понятия. Никаких брендовых магазинов у нас даже в столице нет, не говоря уже о торговых центрах. Покупаем в основном у мелких лавочников вещи, привезенные из Китая, Камбоджи или еще откуда-то оттуда. Откуда-то оттуда на Мальдивы попадают не только продукты и одежда, но еще и огромное количество мусора. К прекрасным местным пляжам его каждый день прибивает океан. А что-то наверняка добавляют и местные. Вспомни только грязную воду в Рыбацкой деревне. Но прогуливаясь по пляжу, я увидела несколько человек, которые этот мусор собирали, и подошла к ним расспросить обо всем поподробнее. Так, подождите, я вас всех поймала как бы на месте работы. Что вы делаете, ребята? Собирая мусор, который плавает в воде или выбрасывает на пляже. Улов, то есть, подождите. Так, значит, здесь, ой, сколько тут всякой... Подожди, мне понравилось у тебя больше. Смотрю, тут обувь. Молодец, слушай, ага. Один только ботинок, да? Ну, скажи мне, вы так каждое утро ходите, собираете мусор? Да, каждый день с 6 утра обходим все местные пляжи. Да ты что? То есть и каждый день вы собираете вот столько мусора? Вообще-то не каждый. Сегодня это очень мало. Бывает в десятки раз больше. Особенно после шторма. По известным данным, каждый год в мировой океан выбрасывается больше 10 миллионов тонн пластика, а в Индийский океан его попадает больше всего. Причина тому – это континентальные страны Азии, которые как раз неподалеку от нас. Там отходы выбрасывают просто в воду. В гостиницах действительно все это убирают. А в городских, именно на городских пляжах только вы убираете? То есть как бы государственной уборки тут не бывает у вас? В основном это просто местные, которым надоел мусор. Вот видишь, сколько со мной детей. Они просто перед школой приходят собирать отходы. Так, то есть я не поняла, то есть на тебя дети работают? Здесь никто не работает. Мы все волонтеры. Как я позже узнала, государственная служба по уборке мусора из воды на Мальдивах все-таки существует. Но работает она исключительно в столице. Есть и законы, которые должны сохранять чистоту океана. Но работают они примерно так же, как и служба по уборке. Штраф за выброс мусора в океан составляет от 5 руфий до 5000. Но на деле с момента принятия закона об этих штрафах еще никто и ни разу их не платил. А ведь приняли ее в 1924-м.
Хорошо, собрали вы мусор, и что вы с ним делаете дальше? Куда вот вы несете его? То, что можно, отдаем на переработку. Остальное выбрасываем на местную свалку. Дети, вас заставили убирать мусор? Почему вы сюда приходите? Вы же могли, не знаю, спать, играть в телефон. Мы помогаем нашему океану, так как больше некому это делать. Это ведь наш дом. И мне лично хочется, чтобы он был чистым. Боже, какая ты молодец. Сколько тебе лет? 11. Боже, вот это шикарный 11-летний ребенок. Потому что если не мы спасем Землю, то кто? Понимаю, молодец. Понимаю, что из-за будущее Мальдив мы спокойны, потому что тут растут такие дети. Я искренне надеюсь, что эти дети вырастут и откроют суперуспешный бизнес по уборке и переработке мусора. Тем более открыть бизнес на Мальдивах, как оказалось, не так уж и сложно. Чтобы зарегистрировать новую компанию, у нас достаточно 48 часов, а главное, все можно сделать онлайн, просто сидя дома. Да, и налоги невысокие, всего 12%. Естественно, самый распространенный вид бизнеса – это туризм. Население Мальдив около 500 тысяч человек, а каждый год сюда приезжает минимум, вот слушайтесь, минимум 1,5 миллиона туристов. Ну вы представляете? Ну, в принципе, я их понимаю. Увидеть этот рай нужно своими глазами. Турфирм здесь как мусора после шторма. Просто немерено. Но при этом все они неплохо зарабатывают. Ведь, еще раз повторюсь, 1,5 миллиона туристов – это минимум. А обычно их здесь куда больше. Только за прошлый год Мальдивы посетило 5,5 миллионов туристов. И только у нашей компании в обороте было 20 миллионов долларов. Пусть мы и одна из самых крупных турфирм на островах. Если вы планируете путешествие на Мальдивы, я рекомендую вам компанию Resort Life Travel. Прямые рейсы на базе чартерных программ успешных авиакомпаний, 3 международных офиса в Украине, Индии и на Мальдивах, а также русскоговорящие специалисты помогут вам спланировать и реализовать самые смелые мечты об отдыхе на островах. Открывайте Мальдивы вместе с Resort Life Travel. Туризм, как я уже говорила, это основной ресурс государства. Он обеспечивает местным и бесплатную медицину, и образование, и пенсию, о которой вам и мне расскажут Али и Мухаммед, которые, как и положено, свою мальдивскую пенсию проводят под пальмой на берегу океана. Ну, мне кажется, что сидеть на пенсии на берегу океана – это просто мечта любого человека на планете. Вы счастливые пенсионеры? Еще бы. Ты сама все перечислила. На что тут жаловаться? Так, конечно. Слушайте, ну а чем вы занимаетесь? Вот как проходит ваш день? На рыбалку ходим, иногда на пляже. Это прекрасно. А чем вы занимались до пенсии? Я занимался фермерством. А я бывший футболист. Ой, слушайте, как интересно. Но ваша жизнь очень сильно поменялась после того, как вы перестали работать и ушли на пенсию? Да, разве что в лучшую сторону. Чего жаловаться? Государство нам платит по $400 пенсии. Дети, внуки рядом, что еще надо? Пенсионный возраст на Мальдивах – 65 лет. А пенсионные выплаты для всех одинаковы – $400 в месяц. Независимо от того, работал человек или нет. В ближайшие годы эту сумму планируют увеличить в 2 раза. Вот как получается. Жизнь на Мальдивах не так уж и идеальна. Зато на пенсии она превращается в настоящий рай. А жены ваши, где они? Чем они занимаются? Моя дома. А я никогда не был женат. А почему не женился никогда? Да как-то времени не было. Все дела, работа, родным помогал. Так, слушай, это же прекрасно. Сейчас можно встретить женщину какую-то интересную. Если вот сейчас посмотреть все-таки, ну, когда уже люди на пенсии, как-то вот можно уже посмотреть назад на свою жизнь. Что бы вы хотели изменить? Я ничего, у меня все отлично. А я бы все-таки женился.
Боже, какие шикарные мечты на пенсии, понимаешь? Один хочет больше со своими детьми, а второй хочет жениться. Я всем желаю здоровья и такой пенсии с такими деньгами. На похороны местные пенсионеры тоже денег не собирают. Ведь единственное, что здесь покупается, это саван и гроб. Все вместе стоит около $100, а место в земле оплачивается государством. Точнее, место над землей. На Мальдивах такие маленькие острова, что места для кладбища расти вширь нет. Ну, понимаете, нет места. Поэтому они будут расти куда? Нет, не вниз, вверх. На нашем кладбище уже 3 уровня захоронения. Это значит, что усопшие лежат в 3 ряда. А когда придет время добавлять 4-й, мы насыплем еще земли и построим забор еще выше. Так получается просто потому, что у нас нет больше места, а кремация в стране запрещена законом. Погребением здесь занимаются только мужчины. Женщинам же заходить на территорию кладбища строго запрещено. Ведь женщина не должна видеть смерть, так как она дарит жизнь. Ту самую мальдивскую жизнь на Райском острове. И сейчас, уже посмотрев на нее изнутри, я могу сказать, что жить на Мальдивах – это совсем не значит жить на дорогом курорте. Это работать, не покладая рук, когда все думают, что ты здесь отдыхаешь. Это соблюдать законы, которые всем приезжим кажутся странными. Но главное – это всегда жить в большой и любящей семье. Жить на Мальдивах – это значит работать там, где все отдыхают. Ловить рыб, которыми все любуются. И чистить океан, в который все ныряют. Но даже при этом можно назвать жизнь местных беззаботной. Не хватает лишь Хорошего шопинга. Чтобы платили зарплату вовремя. Я бы хотел, чтобы не было коррупции. Мне не хватает чистого океана. Хочу, чтобы все соблюдали законы. Хорошего улова круглый год. Я считаю, что на Мальдивах есть все, чтобы быть счастливым. Однако, даже если чего-то не хватает, это место все равно кажется прекрасным. Побыв здесь всего недельку, хочется остаться подольше. Но я не буду. Ведь какой бы райской ни казалась чужая жизнь, она все равно останется навсегда жизнью других.